Добрый день, уважаемые участники. Мы будем потихонечку начинать. Сегодня я начинаю вебинар, а не Юля, потому что очень много людей пришло на вебинар, и люди не смотрят папку спам, как мы им говорим, и инфосообщения, и поэтому пишут непрестанно нам сообщения, поэтому Юля традиционно не начинает вебинар. Сам вебинар начнется через 15 минут. Добрый день, Оксана из Торонто. Вот так вот. Добрый день, Лора. Здравствуйте, Анна. Добрый день. Сам вебинар начнется через 15 минут, а я потихонечку начну отвечать на те вопросы, которые вы прислали в наш вебинар, вебинарный чат. Если я на какие-то вопросы не успею ответить, не беспокойтесь. Я отвечу на них в чате. И если я на какие-то ваши вопросы не успею ответить, за сегодня вот Тала присматривает за вопросами, она потом их разместит в чате, и потихонечку на каждый из них вы получите ответ. Самое главное, как говорил Карлсон, сохранять спокойствие, потому что в психозе получается всегда ерунда. Я начну с вопроса Светланы. Когда я спрашиваю людей о чем-то важном, я волнуюсь, так как боюсь получить от них отвержение, агрессию или насмешку. Они для меня ценнее, чем я сама. Потом люди начинают мне отвечать, и в этот момент я чувствую внутри себя огромную пустоту и вообще уже не вникаю, что они мне отвечают. Как избавиться от этой пустоты внутри себя и почему она ощущается? Из-за того, что восприятие не направлено на понимание реальности, из-за того, что мы смотрим на зеркальную стену внутри нашей личности, на которой отражается наш страх, мы общаемся, к сожалению, не с людьми. Мы общаемся внутри со своими привидениями. Пустота появляется, потому что от того, что мы смотрим на зеркало его страха, мы его пугаемся, у нас возникает громадное количество напряжения, мы это напряжение не выдерживаем и разрываем контакт с телом и чувствами, потому что начинаем сами себя перегружать. Из-за этого пустота, потеря контакта с телом. Здравствуйте, Марина Боденчук, рада вас лично видеть. Как перестать видеть привидение на зеркальной стене и начать видеть реальность, сегодня подробно будет на вебинаре. Читаю вопрос от Анны. Добрый день, Ольга. Всем участникам. Только недавно стала смотреть ваши ролики, откликается теория, особенно про ВНО. У меня вопрос к предстоящему вебинару. Я уже более 10 лет снимаю квартиру со своей бывшей коллегой по работе. Поначалу мы очень часто разговаривали, проводили время вместе. Я думала, что мы с ней друзья, но со временем общение стало все меньше, пока совсем не дошло просто до «доброе утро». Когда я спросила, почему она со мной не делится и не общается, хотя с другой подругой я замечаю, что разговаривает, то ответ был, что она сама спрашивает. То есть для того, чтобы со мной разговаривать, мне нужно самой все спрашивать. Это меня обижает, раздражает, так как в моем представлении, получается, я должна постоянно навязываться на общение. Вопрос такой, когда раздражаюсь, обижаюсь на это, я уже, получается, вторгаюсь в границы другого человека. Я думаю, Анна, ваша проблема в том, что у вас заблокирована активность, вам запрещено самой проявлять инициативу. И из-за этого вам жизненно важно, чтобы другой инициировал вашу активность, чтобы он первый вступал в контакт. И когда он не хочет первым инициировать контакт, вы воспринимаете это как нападение. Надо посмотреть на запрет проявлять инициативу. Здравствуйте, Воскобой Мария. Анна Мазур с Кипра. Отлично, Кипр с нами. Замечательно. Идем дальше.
Ребенок 6 лет часто нарушает мои границы. Я работаю дома, на дверях нет замка, и он заходит, берет телефон, залезает на мое кресло. На мои просьбы не обращает внимания, как мне корректно научить его уважать чужие границы. Сегодня я про это поговорю подробно на вебинаре, но важно понять, что у вас к ребенку вы проецируете в собственного ребенка, своего внутреннего ребенка со вседозволенностью. И вы не можете как внутреннему ребенку сказать «нет, стоп». Точно так же и реальному ребенку. Это говорит о том, что вы находитесь с ним в слиянии, и в этом слиянии предпочитаете жертвовать собой для того, чтобы не чувствовать себя плохой матерью. Пока вы не поймете, что для вашего ребенка не благо это вседозволенность, потому что эта вседозволенность, она будет порождать в нем потребительское отношение к миру. То есть это плохо скажется на его будущем. Поэтому выставление границ – это забота о ребенке. Эта мысль должна вам помочь перестать чувствовать вину за то, что вы его осуждаете. Лада Шамшурина, добрый день, персонально рада вас видеть. Идем дальше. Наталья. Когда атакуются мои границы не посторонними, а папы, которого я люблю, и проекция которого во мне является ВНО, с одной стороны, я должна беречь свои границы, но оберегая свои границы, страдает он сам, его ложное представление мира. Я это очень остро ощущаю, и чтобы не чувствовать эту боль, часто поступаю своими границами. Донести ложность его восприятия у меня возможностей не хватает. Правда, с годами поступления своими границами мне ощущается чуть менее больно. Понимаю, что это ложное. Догадываюсь. Так. Угу. Ну, дальше не буду читать, там повторяется мысль. Вы знаете, мы как-то очень серьезно относимся к тому, что мы делаем. У нас какая-то сверхважность, сверхценность этого. Моя мама после инсульта, и наши разговоры, они интеллектуально тягостны для меня, потому что мама повторяет одно и то же, она не помнит, что я ей говорю, она плохо слышит. И важно понимать, что это определенный ритуал, определенная игра, в которую мы играем. Не стоит к этому относиться настолько включенно. Можно, испытывая доброжелательность к родителю, немного подыграть. Не обманывать, не манипулировать, а немного подыграть. Но понимать, с чем мы на самом деле имеем сейчас дело. И это понимание, принятие слабости наших родителей, понимание, что они уже не изменятся, дает нам возможность не относиться к этому так включенно, относиться к этому спокойно. Сосредоточенность на том, что родители не смогут дать нам то счастье, о котором мы мечтаем, помогает нам не прогибаться всей своей личностью под них. Сейчас я свет переставлю. Только когда мы прогибаемся всей личностью, возникает такое напряжение. Если мы не всей личностью прогибаемся, то такого напряжения нет. Так меня хуже видно, что ж нам делать? Сейчас, секунду. О, это в очках отблески, глаза не видите, это важно для людей. Поэтому, как только исчезает надежда на получение точки безусловного счастья, как только мы понимаем, что мы ее не получим от родителей, что это детская мечта, это эмоциональное напряжение уменьшается, и нам легче воспринимать происходящее с нами как всего лишь стечение обстоятельств. Мы не испытываем это как личное оскорбление. Пятый вопрос.
Как обозначить границы в личных отношениях с мужем? Отношения 15 лет, было слияние, как обоим повзрослеть и не разрушить отношения? Ну, у нас с мужем отношения 10 лет, и мы тоже проходили эти периоды трансформации. А, Я не смогу вам сейчас дать ответ, потому что я не знаю всех нюансов. Можно обратиться на семейную психотерапию с мужем вдвоем. Вы можете нести ответственность, Мария, только за себя. Поэтому максимально уделите внимание себе. Когда мы выйдем из плена ложного «я», там становится очень понятно, что делать. Там все становится прозрачным. Пока мы в ложном «я», там действительно непонятно. 6-й вопрос. Как отличить реальные ограничения от ограничений убеждений? Как познать реальность? Может, для этого нам и дан чувствующий аппарат, где тонкая грань между усилием и насилием. Как чувствовать тончайшие колебания? Про это я буду говорить сегодня на вебинаре. И еще один вопрос, 7-й. Мне тяжело выражать свое недовольство, и поэтому очень часто замечания по работе другим людям звучат грубо. Как выстроить отношения с подчиненными истинного «я»? Замечания звучат грубо, потому что вы так с собой разговариваете, Юля. Мы не можем с другими людьми выстраивать общение не так, как с собой. Обратите внимание, как вы говорите с собой внутри. Вот это страх говорить с подчиненными, страх показаться грубой, страх показаться неправильной, страх показаться некомпетентным начальником. Этот страх, он и поднимает жестокость внутри, потому что мы из страха чаще всего уходим на агрессию. Поэтому, когда вы перестанете бояться подчиненных, то он тоже поменяется и поменяется от того, как вы ведете внутренний диалог. Я в декабре собираюсь проводить вебинар о том, как разговаривать с людьми. Возможно, у вас получится на него попасть, там вы узнаете поподробнее. Последний вопрос. Вера. Иногда я говорю «да» там, где хочется сказать «нет». Например, я совсем не хочу что-то делать для мужа или ребенка, для подруги, но делаю. Делаю это не потому, что я их люблю, а потому что хочу им понравиться. Хочу, чтобы меня любили. Когда я говорю себе, ловлю себя на этой мысли, иногда волевым решением говорю «нет». Если после этого чувство вины, кажется, уже нет. Но желание понравиться кому-то остается, хотя понимаю, что счастливой могу сделать только себя я сама. Другие могут добавлять какие-то оттенки в мое счастье. Что делать с желанием понравиться, желанием получить счастье из нее, как трансформировать это желание? Вы знаете, в желании понравиться другим людям нет ничего плохого. Если мы им не будем нравиться, то мы не сможем выстраивать коммуникацию. Попробуйте понять, что это надо лично вам. Я очень часто, когда слушаю, когда мне жалуются на мужей, на жен, говорю людям, чтобы они не забывали, что это надо вам. Вам надо доброе отношение к себе, вам надо, чтобы этот человек был рядом с вами, вам надо, чтобы он с вами общался. Не забывайте, что это надо вам. Вам будет тогда легче воспринимать это как нежертвование. О, Ирина Викторовна Иванчик с нами. Рада, что вы смогли быть, зная, помню про то, что вы говорили про обстоятельства. У нас осталось еще 4 вопроса, из которых вы задавали. Я на них обязательно отвечу, но уже в вебинарном чате. У нас есть вебинарный чат, я на оставшиеся вопросы отвечу. А сейчас мы с вами начнем входить в нашу тему личные границы, личностные границы. Для меня эта тема оказалась гораздо глубже, когда я приступила к ее исследованию. И формируя те знания, которые могли бы людям помочь
понять про личностные границы, я опять уперлась в ложное «я» и уперлась в аутоагрессию. Сегодня мы попробуем с вами очертить границы и понять, от чего это зависит. Итак, у нас условно есть ложное «я» и истинное «я». Часто читаю ваши вопросы и понимаю, что сложно человеку понять, что такое ложное, что такое истинное. Ложное «я» – это совокупность заблуждений о себе. Все, что названо ложным именем, все, что названо не своим именем, это ложное «я». То, что истинно приближено к истине, это истинное «я». Когда человек неправильно, ложно поименовывает что-то, он не может с этим ничего сделать. Он только обслуживает ложь. Когда мы познаем себя реальных, это не какой-то прекрасный, великолепный, сияющий образ с нимбом. С нимбом. Многие истинные, я представляю, это не с нимбом, не с ангельскими крыльями. Иногда из истинного мы можем почувствовать только страх и уязвимость. И это будет истинно сейчас. Итак, когда мы не имеем реалистичного представления о себе, у нас есть некий ложный придуманный образ. И этот ложный придуманный образ может быть любого размера, с любыми границами. Потому что это фантазия. Мы же в фантазии можем расширяться до бесконечности. Но хорошо бы, чтобы только расширяться. Мы же можем и быть ничтожными до бесконечности. Поэтому ложное «я» – это такая гармошка. Ты то громадный, гениальный человек, то полное ничтожество. И как любая ложь, ложное «я», оно неустойчивое. Его приходится все время поддерживать. Поэтому оно очень энергозатратное. Обслуживание ложного «я» настолько энергозатратное, что у нас нет сил делать больше ничего. Отсюда возникает депрессия, лень, нежелание вообще жить. Из-за того, что ложное «я», оно фантазийное, оно все время разное, то такое, то маленькое, то большое. Наша идентичность тоже как будто разная. Мы не можем понять, кто мы, падшие ангелы или же черти, кто мы. То есть идентичность мерцающая, так как ложный образ все время меняется. Вот кто-то не позвонил из тех, кого мы ожидали, и все, мы уже полное ничтожество. Потом у нас что-то получилось, и мы уже молодцы. То есть нету константности той, которая есть в истинном «я». В истинном «я» мы плюс-минус одинакового размера, чуть больше, чуть меньше. Я наблюдаю, уже привыкла наблюдать за своей идентичностью, за своими границами, и наблюдаю, когда, например, меня хвалят. Вот у меня школа закончилась, шпионские игры, я стою, и люди говорят мне что-то в конце, и я чувствую, как я начинаю разбухать. Я себе говорю: Оля, тише, 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 возвращаемся в реальный размер. Я это делаю из-за заботы о себе. Я говорю, сейчас есть определенные чувства у людей и так далее. И то, что они говорят, несомненно, искренне, но ты должна оставаться в своих реальных размерах. Размеры истинного «я», они тоже меняются, но они меняются медленно. То, что мы больше всего не любим. Мы хотим все и сразу. Многое навсегда. Истинное «я» растет постепенно, небольшими шагами. Наше истинное «я» незначительно расширяется в размерах, но это расширение навсегда. В отличие от расширения ложного «я», которое может раздуться и сдуться, раздуться и сдуться.
Истинное я развивается постепенно, но потенциалом обладает только истинное я. У ложного я потенциала нету. В ложном я мы можем только количественно что-то изменять, увеличивать, но не качественно. То есть, если я развиваюсь от ложного я, у меня одна шуба, и своим развитием я считаю 5 шуб. То есть это количественный прирост. У меня было $1000, сейчас у меня $10 000. Количественный прирост. Но качественно моя жизнь не меняется. Я могу только количественно производить больше. Поэтому человек в ложном я, когда у него что-то не получается, он начинает делать больше попыток. Чаще не пытается понять, в чем причина, а делает то же самое, только быстрее и чаще. И, конечно, у него получается тот же результат. Это все, что нам надо знать про границы ложного и истинного я. Наш сегодняшний вебинар будет состоять из 4 блоков. Они указаны в правом верхнем углу. Границы, тюрьма, сила, противостояние и выход. Звучит немного мистически, да? Сегодня мы пройдемся по этим тематикам. Итак, первая наша часть нашего захватывающего путешествия во внутренний мир границ. Итак, личностные границы. Здесь есть рисунок. Синее – это внешний мир. Синее облако, вот это видите, внешний мир, он там где-то теряется за горизонтом. Белый круг внутри пространства обитания нашего сознания и зеленый круг – наш внутренний мир. То есть фактически мы с вами говорим про внешние и внутренние границы. Внешние границы защищают нас от воздействия окружающего мира. От них зависит наша включенность во внешний мир, насколько он влияет на нас. А наши внутренние границы – малый красный круг, внешние границы – большой красный круг, малые границы, внутренние границы – малый красный круг, они защищают нас от воздействия бессознательного. От того, что мы еще не готовы впустить себя из нашего внутреннего мира. Например, какие-то нежелательные воспоминания. Мы их не переварили, но они есть. Они заблокированы, они также заряжены. И наша психика пытается нас защитить от затапливания оттуда. Внутренние границы сдерживают избыточные переживания. Когда, например, у нас что-то ответственное, мы волнуемся, мы начинаем подавлять наше волнение. Также внутренние границы защищают нас от импульса прореагировать резко, на что-то сказать. Они защищают нас от погруженности в прошлое. И многие люди живут в прошлом, но они сами про это как бы не знают, не понимают. У них внутренние границы не сдерживают внутренний мир. Прошу вас обратить внимание, что внутренние и внешние границы очерчивают одно и то же пространство. То есть белый круг – это нечто единородное, наше сознание. Поэтому и внутренние, и внешние границы, они состоят из одного и того же материала. То есть наше сознание, не пропускающее что-то из внутреннего, не будет пропускать это из внешнего. Если я внутри не узнаю свою манипулятивность, она у меня не названа манипулятивностью, то манипулятивность извне я тоже буду узнавать плохо. Если у меня нету той части границ, которая узнает манипулятивность, у меня нету этого органа, который узнает манипулятивность, я не буду узнавать, когда я это делаю сама и когда со мной это делают другие. То есть наши границы, они единородные как для внутреннего, так и для внешнего. Важно понимать, что обслуживание границ – это энергозатратно. Многие люди думают, что границы – это что-то естественное. Сейчас я на вебинар приду, и у меня границы тут образуются. Нет, так не будет.
Границы можно осознавать. Мы их не чувствуем, но они все время есть. И в контакте с другим человеком важно помнить о границах, важно держать фокус внимания на них. Или же, когда вы знаете, что вы, читая лекцию, например, излишне нервничаете, то важно помнить про внутреннюю границу и понимать, что будет страх, и с этим страхом разбираться. Многие люди забывают, что у них есть страх, начинают его просто подавлять, блокировать автоматически, и страх, конечно, нарастает, потому что психика говорит: нам страшно, дорогой, давай страхом что-то делать, а человек не хочет его видеть, подавляет, из-за этого страх разрастается, и волнение перед лекцией становится не меньше, а больше. Первоначально обратим внимание на внешние границы. Внешние границы общения с внешним. Каким образом я жила себе спокойно без этого мужчины, потом он появляется в моей жизни и становится таким жизненно важным для меня. Именно этот мужчина. Это говорит о том, что я назначила этого человека важным для меня, значимый объект. Жила себе, ничего не знала про эту Ольгу Демчук, а потом посмотрела пару роликов, что-то там заинтересовало меня, и стала Ольга Демчук важным человеком. Сейчас жду каждый вторник, что она уже там опять в ролике придумает, это Демчук. То есть, когда мы назначаем кого-то важным для нас, мы открываем для него нашу внешнюю границу. И если наша психика объект-ориентирована, и мы как на костыли все время опираемся только на внешнее, то наши внешние границы, они все время распахнуты. Как этот? Что там у нас распахнуто? Как площадь посреди города. Заходи, кто хочет. Публичное место. Публичное место. И здесь очень важно понимать, что внешняя граница может быть жесткой, когда мы никого туда не пускаем. Мы такие на измене, такие всех подозреваем. Этот от меня то хочет, этот то, этот кривой, этот косой. Так тоже тяжело жить. И с распахнутыми границами, как я говорю, как спаниель, вот с такими глазами, хвостом машу. Всех люблю, все замечательные, тоже плохо жить. То есть мы говорим о какой-то определенной интенсивности запертости. То есть граница должна быть, она должна быть гибкой, и в зависимости от обстоятельств граница меняется. Она то более жесткая, если мы, например, видим человека, который продавливает, и более мягкая с тем, кто сам понимает, где наши границы. У многих людей это не меняется. Они одинаково враждебные, настроены ко всем. Итак, наше небезразличие, назначение человека жизненно важным для нас и делает границу распахнутой, и мы уже входим в слияние с этим человеком. Когда я говорю про слияние, я не говорю про этого другого человека, не про его реальный образ, а про наше восприятие его. То есть мы создаем фантом и поселяем у себя в психике. Да, вот, думаю, у кого-то у вас живет Ольга Демчук в психике уже, да, она там что-то там пальчиком машет, что-то рассказывает. И к реальной Ольге Демчук это не имеет никакого отношения. Там своя какая-то у вас песня, своя Ольга Демчук. И если внешняя событийность становится важнее, чем внутренняя, у нас стирается «я есть». Многие люди вообще не могут жить без внешней событийности. У них, если нету событийности, через которую они отражаются, они вообще себя не обнаруживают. Они такие: где я, где я, где я?
Потом зашли в комментарии, поругались с кем-то. О, я есть. Где я? Меня нету. Позвонил кому-то. Алло, алло. Мне говорят, ой, Оля, привет. Я такая, ой, я есть. То есть, когда человек внешне назначает главным, он потихонечку теряет себя. И здесь тоже важно понимать, мы не говорим про категоричность, да, мне пофиг на это все, нет. Внешнее должно получить место внутри нашего мира. Но важен удельный вес. Важно понимать, что я не должна терять контакт с собой. Если человек себя отвергает и кажется себе отвратительным и неприятным, то он вынужден жить жизнью другой. Он хотя бы ощущает, что он есть. На этом рисунке у нас с вами два круга. Зеленый круг, где есть я, и есть немножко внешнее. Очень многие люди думают, что они обладают громадными познаниями про внешний мир. Это неправда, это ложь. Очень мало людей обладает возможностью понимать внешний мир. Про это мы поговорим чуть-чуть позже. Почему у нас нет возможности понимать внешний мир, учиться и быть эмпатичным. На втором рисунке, нижнем, круг. Большой синий, маленький зеленый. То есть меня уже почти нету, и я вся во внешней событийности. Я вся в деятельности, бурной, потеряв себя. Фантазия о том, что я обладаю внешним, и внешнее имеет отношение ко мне, создает впечатление моей значимости. Я спасаю мир. Я спасаю людей на психотерапии. Да, я сразу значимой кажусь. Или же человек, который решил понравиться маме. Вот я сейчас понравлюсь всем участникам вебинара. Сейчас я всем понравлюсь. И человек, когда это говорит, он себе кажется очень значимым, но если он не понравился кому-то одному, он тут же лопается. Это не имеет ко мне отношения, волшебные слова, которые помогают нам выйти из слияния, но мы тут же чувствуем, что мы стали маленькими. Например, антиковидные, антиваксеры и ваксеры. Сейчас приходят баталии, ругаются семьи, люди разводятся, теряются друзья. И когда ты говоришь, это не имеет ко мне отношения, у меня другие ценности, другой жизненный смысл, мы тут же все, мы вышли из этого мира битвы антиваксеров и ваксеров. А как только мы туда зашли, мы кажемся себя большими, значимыми такие, двигаем свою теорию, обругиваем этих глупых, неправильных, не таких, как я. Внутренняя граница. Если внутренний мир мало изучен, мы все время его подавляем и отторгаем. И там будет хаос. И подавлять, отторгать внутренний мир – это очень энергозатратно. Поэтому мы можем только пойти навстречу друг другу и потихонечку себя узнавать. Люди чаще всего боятся сами себя, панически боятся сами себя. Они так боятся что-то про себя узнать. И из-за этого у них такой бастион, не граница, а такой бастион, острог такой выстроен на внутреннем мире. И они его отторгают, ассоциируя себя только с придуманным образом. И тогда они становятся столпом на соломенных ножках, которую ветер качнул, и все, они падают. Отторжение внутреннего делает нас слабыми и зависимыми от внешнего. И чем больше отторжение внутренней реальности, тем больше зависимость от внешней. Опоры на себя нет. Человеку страшно начать себя познавать, что-то узнавать про себя, потому что он тут же атакует тебя от агрессии за неидеальность. Поэтому истинное и отторженное, а эволюционировать может только истинное. То есть, когда я признаю, что мне страшно перед лекцией,
то я могу эволюционировать, меньше бояться, только если я свой страх назову страхом, а не начну говорить, это люди опасные, это я их боюсь. То есть как только я истинно поименую свои чувства, я могу с ними что-то делать. Но как только я проецирую в людей свой страх, я с этим сделать ничего не смогу. Где там я вас? Вон, 170 человек сейчас на вебинаре. Как я вас всех проконтролирую? А если я вас назову из-за вас, мне страшно, то мне надо будет всех 170 проконтролировать. Легче всего сказать, если я про это не знаю, у меня этого нет. Если я про свой страх не знаю, значит, у меня его нету. Так люди и живут, к сожалению. А внутри все накапливается, а внутри что-то происходит, а знать я про это не хочу, эволюционировать не могу, и поэтому я все время как будто на рудниках, как раб работаю. Потому что громадное количество энергии уходит на сдерживание внутреннего хаоса. Сейчас мы с вами пойдем в тюрьму, и на слайде, там, где было 4 наших блока, 4 наших путешествия, тюрьму я выделила красным цветом, потому что это самый главный момент в нашем вебинаре. Антонина пишет, иногда слова пропускаются. Это у всех пропускается или у Антонины? Меня плохо слышно, я вот смотрю, у меня вроде бы нормально. Что такое тюрьма? Тюрьма, в которой мы живем. Это и есть наше ложное «я». И я вас попрошу про тюрьму, вот этот момент в вебинаре, выделить для себя. Это самое главное, самое важное. Когда мы приходим в этот мир, мы приходим замкнутыми, зацикленными на себе, потому что мы в утробе расположены как уроборос, который кусает свой хвост. Во внутриутробном мире никого, кроме нас, нету. И эта замкнутость на себе фундамент нашей личности, и нам предстоит выйти из этой тюрьмы замкнутости на себе. Но не у всех людей это получается. Замкнутость на себе доставляет нам громадное количество хлопот. Потому что если человек замкнут на себе, он безграничен, у него нет границ. Все имеет отношение ко мне. Если я замкнут на себе, все имеет отношение ко мне, потому что кроме меня никого в этом мире нет. Еще раз, внимательно. Если я замкнут на себе, то у меня есть только я, и ничего в мире, кроме меня, не существует. Для ребенка очень важно, как на него реагирует внешний мир, потому что у него от этого зависит выживание. Ребенок сосредоточен на себе, сосредоточен на своей выживаемости. Я вас попрошу ничего не писать сейчас, хорошо? Меня это отвлекает. Идут сообщения, и не пишите, пожалуйста. Послушайте внимательно. Если вы это пропустите, вы были зря на вебинаре, если вы это не поймете. Если человек замкнут на себе, он кроме себя никого не видит, и тогда он руководствуется только одной целью – подчинить себе внешний мир. Для ребенка это жизненно важно, как реагирует на него внешний мир. Но многие люди не выходят из состояния безграничности. Если мы не вышли из состояния безграничности, мы по-прежнему дети, которые считают, что реакция на них внешнего мира жизненно важна, мы начинаем требовать тождественности от мира, чтобы мир всегда был таким, как надо нам, чтобы он всегда был с нами согласен, чтобы он всегда восхищался нами, чтобы он давал нам желаемое сразу. И если мир не хочет нам давать сам
без нашей просьбы, желаемое, мы считаем это отвержением и нападением. То есть отвержения на самом деле не существует. Как отвержение мы воспринимаем происходящее только если остались замкнуты на себе, если мы остались в состоянии уробороса, в состоянии безграничности. Например, Вася Иванов не пришел на вебинар. Он меня отверг только в том случае, если я считаю, что Вася Иванов обязан прийти на вебинар. Если у меня нет этого требования, он не может меня отвергнуть. Если мой муж не захотел со мной вечером идти гулять, то он меня отверг, то есть только если я считаю, что он обязан ходить со мной вечером гулять. Если у меня нету требования к миру тождественности, то мой муж не пошел со мной гулять по каким-то причинам, по совокупности причин. Если я попросила своего мужа купить картошку, он это не сделал, то я буду воспринимать это как нападение, неуважение к себе, только если я считаю, что он обязан это делать. То есть, если я считаю, что внешний мир должен быть таким, как надо мне. Если мы не вышли из этой замкнутости, из этой запертости, то у нас всегда будет больное самолюбие. На этом рисунке красный круг – это мы, и мы все время как шар боли. То есть любая нетождественность с нами будет тут же восприниматься как боль. Поэтому мы сверхчувствительными, и поэтому нам надо постоянно контролировать окружающий мир и других людей. Потому что любая нетождественность миру нам, если он не дает нам ожидаемое, это боль. Из-за этого у нас вечное недовольство и раздражительность. Под прекрасным идеальным образом всегда содержится вечное недовольство. И это вечное недовольство не только окружающим миром, но и самими собой. То есть человек постоянно недоволен. Это недовольство по причине замкнутости на себе. По причине того, что человек еще не вышел из состояния уробороса, из состояния, когда я – это и есть весь мир. Тогда человеку кажется, что он все время терпит, и его все время используют, или же он сам добровольно себе предлагает использовать. Он не знает, как договариваться, он не понимает, как вести диалог, как вести переговор. Он может только предложить себе использовать как ребеночек. То есть в состоянии замкнутости на себе, безграничности мы похожи на червячков, без ручек, без ножек, на младенцев таких вот, которые не могут встать и сделать, которые полностью зависимы от внешнего мира. Поэтому им надо полная тождественность с собой. И тогда желание понравиться – это жизненно важно. Человек, если не понравится, он не выжил. Он воспринимает «не понравился» как смерть. Если я не понравился, это для меня смертельно опасно. И именно из-за этого мы ищем восхищение собой и хотим быть хорошенькими. Из-за того, что мы заперты в себе, у нас много страха. Из-за того, что мы заперты в себе, замкнуты в себе, мы не можем отдавать. Мы можем только поглощать, как младенец. Младенец ничего не может отдать. Он постоянно может только сосать грудь и какать. И тогда у нас отношение к миру, высосать с него что-то или накакать куда-то в этом мире. Выплеснуть недовольство. Человек, который замкнут в себе, он кажется себе маленьким и несчастным в громадном неизвестном мире. Но по факту он заполняет собой мир. Ему кажется, что он знает, какой этот мир. Будьте сейчас внимательны. На вопросы я дам время, сейчас слушайте целостную картину. Отсутствие «я есть»
это и есть замкнутость на себе. Посмотрите, какой интересный парадокс выдает наша психика. Ощущения меня нет, это замкнутость на себе. Кажется, это противоречиво, но на самом деле это не так. Когда я замкнута в себе, я думаю, что мир – это я, и я не ощущаю себя отдельной от мира. Потому что для того, чтобы почувствовать отдельность, мне надо понять, чем я отличаюсь от мира, где мои границы, в чем моя непохожесть на других людей. Мне надо понять, что я не знаю других. Мне надо понять, что я не знаю себя. Мне надо понять, что я ничего не знаю и не понимаю. И я ребенок с широко открытыми глазами, который все время заново познает этот мир. Такое состояние человек не выдерживает. Ему кажется, что он знает. Мир знает, какие люди, знает, кто он, и поэтому он не чувствует границ между собой и миром. Он смотрит на мир и покрывает его взглядом. Он думает, я знаю, какой мир. Я знаю, какие другие люди. То есть человек не выделился из среды. Он воспринимает мир как утробу, которая должна его кормить, которая должна его принимать, которая должна быть ему тождественна. И другие люди – это персонажи его утробы. И именно из-за этого возникает все, что было на предыдущем слайде. То есть, когда мир не дает то, что мне надо, он на меня нападает или отвергает. Из-за этого у меня очень больное самолюбие, потому что у меня эталон – это когда все хорошо, все мною восхищаются, все меня хотят видеть. Когда человек воспринимает мир как утробу, он вечно недоволен, потому что мир не может предоставить ему тепличных, утробных атмосферу, тепличную, утробную атмосферу. Когда человек воспринимает мир как утробу, свою утробу, у него заблокирована активность, потому что он может только ждать, когда он сам по себе вырастет. Границ у зацикленного на себе человека нету. Он себя еще не обнаружил. Он спит и фантазирует о том, какой он. Он спит в утробе и фантазирует о том, какой мир и какой он. И поэтому у человека мысль, мои суждения о мире есть мир. Такие люди себе кажутся гиперчувствительными. Они думают, что это эмпатия, но это не эмпатия. Это постоянная реакция на нетождественность, постоянное восприятие ожидания нападения, потому что мир не дает то, что я хочу. И для того, чтобы нам появиться, для того, чтобы нам перестать воспринимать мир как утробу, в котором мы продолжаем спать, и снить то, кем мы являемся, нам нужно умереть и родиться заново. Нам надо пережить отдельность, а эту отдельность мы не можем воспринять. Анна, я читаю Анны вопрос, так я и рассказываю, как границу создать, вот только что. Если вы хотите слышать тождественное то, что надо вам, то вы не научитесь слушать других людей. Я только что рассказала, как создать границу. Еще один аспект. Я есть замкнутость на себе. И когда я замкнут на себе, я придумываю свою идентичность. И из-за того, что моя идентичность придуманная, похожа на шарик, ветер подул, я уже ничтожество. То есть, когда моя идентичность фантазийная, то я буду полностью зависеть от внешних обстоятельств. И они будут все время меня разоблачать.
И мои границы будут очерчивать все время разные. Они будут зависеть от того, как на меня посмотрели, как на меня прореагировали, что мне написали, что мне сказали. Если моя идентичность реальная, я понимаю, какая я, то внешний мир будет на меня влиять, но очень незначительно. Чуть-чуть. То есть реалистичное представление о себе человеку дается очень сложно. Ему невыносимо узнавать про себя правду, но только эта правда создает границы, которые навсегда. Границы, которые не зависят от внешнего мира. Важно понимать, что когда человек безграничный, когда он зациклен на себе, он общается не с миром, а с зеркалами, вот как на этом рисунке. То есть человеку кажется, что он общается с людьми, но на самом деле он общается со своим отражением. Мне-то клиенты говорят: я знаю, что вы про меня сейчас подумали. Я говорю: как, откуда вы знаете, ну-ка поделитесь. Или же я что-то говорю, человек придумывает додуманный смысл, и он уверен, что я так тоже думаю. У людей не возникает сомнения, что они не знают, что думают другие, и поэтому они других наделяют своими чертами, и все люди становятся как клоны. Все думают, как я, все смотрят, как я, все чувствуют то же самое, что я. То есть замкнутый на себе человек, находящийся в уроборосе, он не видит мир, хоть и смотрит на него, и не слышит то, что ему говорят, потому что он слышит только себя. И я могу часами говорить о чем-то, а человек будет слушать меня, но не слышать. Он хочет тождественности, он хочет только то, что ему надо. Вот эту вот всю фигню ты не говори, скажи то, что мне надо сейчас. Да, я знаю, что у меня нет границ, а у тебя они есть, по тебе это видно, но то, что ты говоришь, ну-то давай скажи мне, что там с мужем делать скорее. И поэтому человек не может учиться новому. То есть границы у человека, замкнутого в себе, это зеркальная стена. Это маленькая комнатка с зеркальными стенами, и человек поворачивается в этой комнатке, смотрит на своего изображения и пугается все время, потому что он там видит свои страхи. Все, что не вмещается в него, он проецирует в мир и боится сам себя. Но человеку кажется, что мир безграничный, что он большой, хотя человек никуда не вышел из своей зеркальной маленькой утробы. И люди живут в очень маленьком мирке своего представления о нем и уверены, что они познали мир. Когда человек замкнут в себе, у него нет ощущения «я есть», потому что он еще не стал отдельным от мира. Такого человека нету границ, потому что он еще не понял, чем он отличается от мира. Он думает, что мир и есть я, что я знаю, какой мир. И такой человек не может мыслить, он не мыслит. Он порождает одни и те же мысли, только разных вариаций. Например, этот человек думает: все бабы дуры, все правительство дураки, все ученые придурки. Он думает одну и ту же мысль о женщинах, о правительстве, об ученых. Одну и ту же мысль. Она абсолютно одинаковая. Но ему кажется, что он мыслит о женщинах, о правительствах и об ученых. Например, одна моя клиентка слушала меня, и она слышит только: ты плохая, ты плохая, ты плохая. Например, я ей говорю: у вас аутоагрессия. Она это слышит: ты плохая. Я ей говорю: может быть, немного больше милосердия к себе? Она слышит: ты плохая, у тебя милосердия к себе нет. Я ей говорю: давайте углубимся в эту мысль. Ты плохая, ты глупая, ты плохо поняла мысль. То есть человеку кажется, что он мыслит, но он слышит только одну мысль. И тогда человек не порождает идеи, а порождает фракталы, рекурсия. Вот видите, здесь у нас снежиночка. Снежиночка состоит из маленьких снежиночек. И человек мыслит,
шаблоном, он штампует одну и ту же мысль. И каждый ментальный акт порождает то же самое, то же самое, то же самое. То есть наша змея, которая закусила хвост, она просто клубится и извивается, но при этом хвост не отпускает и не перестает быть змеей. Когда мы понимаем, что мы мыслим фрактально, а не порождаем новые идеи, у нас появляется возможность выйти. То есть для того, чтобы выйти из своей тюрьмы, сейчас будет важная мысль, для того, чтобы выйти из своей тюрьмы, вы должны первоначально понять, что вы внутри нее. Понять, какие у нее стены. Потому что если вы не поймете, где стены вашей тюрьмы, вы будете просто бегать быстрее внутри тюрьмы или же метаться внутри тюрьмы, или же лежать внутри тюрьмы, или же стоять внутри тюрьмы. Но все это будет проходить в тюремном дворике этой замкнутости на себе, в состоянии уроборос. Сила – это наша с вами третья дверь. Самое страшное у человека в состоянии уробороса – это аутоагрессия. Она жуткая. Иногда возникает ощущение, что кроме аутоагрессии у человека вообще ничего нет. Я сейчас попробую вам объяснить, почему такая жуткая аутоагрессия у людей, зацикленных на себе. И если вы это поймете, вы сможете разобраться со своей аутоагрессией. Представьте, планета пустыня. Пустыня немного такая каменистая пустыня. На этой планете нету никого. Есть только один человек. Один человек. И когда у этого человека что-то не получается, кто может быть виноват в том, что это не получилось? Только этот один человек. То есть в зацикленности на себе нет других людей, нет обстоятельств, нет жизненной истории, нету судьбы, вообще ничего этого нету, там есть только он. И поэтому наброситься можно только на себя, когда что-то не получается. Если есть только я в этом мире, то и грызть я буду себя. Все зависит от меня, поэтому исправлять нужно только себя и только собой. Змея закусывает хвост и начинает пожирать саму себя. То есть вы теперь знаете, что вы с собой делаете в аутоагрессии, вы пожираете сами себя. И у людей ненависть к себе вплоть до полного самоуничтожения, вплоть до самоубийства. Так как я сама из отряда самоубийц, у меня было несколько попыток. Только не спрашивайте, удачных или нет, неудачных, я с вами. Я понимаю, что такое такая ненависть к себе, что хочется себя уничтожить. И когда это запертость в себе, замкнутость, урборическая зацикленность, то ненависть к себе достигает неимоверных пределов. Но это тоже парадоксально. Аутоагрессия считается заботой о себе и о своем светлом будущем. Представляете, парадокс какой? То есть змея, пожирающая свой хвост, дракон, пожирающий свой хвост, таким образом заботится о будущем. И если мы говорим о душе, вот она, кстати, есть на этом рисунке Солнце и Луна, если мы говорим о душе, то дракон обвивает ее, он ее оберегает, как самое драгоценное, но в то же время он ее душит, как объятия родителей. Мы то же самое делаем с собой. И когда у дракона появляется другой человек, он с ним поступает точно так же, как с собой. Он до этого кусал свой хвост, а тут же он начинает кусать другого. Поэтому мы с другими не можем
договариваться, мы не можем коммуницировать, мы не можем дружить без страха. Мы можем только терпеть их, потому что они не делают по-моему, и агрессивно грызть, когда мы получаем право на праведный гнев. Какое отношение к себе, такое же отношение к другим. Мы себя агрессивно принуждаем соответствовать, и точно так же пытаемся агрессивно принудить других соответствовать, предъявляем претензии, считая, что мы натерпелись уже очень много, и пора уже начинать их мочалить так, как себя. И дракон, раскормленный собой, дракон, который привык пожирать свой хвост, при контакте с другими может что-то просить, может что-то менять только за счет вот этой аутоагрессии. Он по-другому не умеет, поэтому он может или терпеть, или нападать. Поэтому размыкать эту зацикленность на себе очень важно. Пока зацикленность, я еще раз пройдусь, это важно, то, что я сейчас говорю, пока есть зацикленность на себе, границ нету, потому что мы смотрим внутрь этой зацикленности и говорим, это мир, вот это весь мир, вот этот вот кружочек. Когда это зацикленность, мы говорим, этот мир, и мы не видим своих границ. Наши границы вот это, а мы это не понимаем. Когда есть зацикленность на себе, то нам можно ненавидеть себя, и нужно. Нам кажется, что ненависть к себе – это единственное, что можно сделать. И этой ненавистью к себе мы заботимся о себе, заботимся о своем светлом будущем. Поэтому обучение и психотерапия не помогает людям. То есть, если ко мне пришел клиент, он в урбарическом состоянии зацикленности на себе, он не мыслит, а он фрактально выдает одну и ту же мысль. Я ему что-то говорю, он слышит, ты плохой, ты не такой, ты еще здесь не такой, еще здесь не такой. То есть я говорю, например, у человека есть в ложном «я» два крайних состояния – идеальность и ничтожность. И человек слышит, о, у меня не идеальность есть, и ничтожность есть, и идеальность есть, тут плохой, тут плохой, тут плохой. То есть человек слышит всю информацию или как подтверждение собственного великолепия, или же как нападение на себя и как критику себя. Он не может слышать по-другому информацию. Поэтому боль. Поэтому в каждом ролике говорят про меня, и мне от этого больно. Человек не может выдерживать истину. Он ее не воспринимает буквально как слова. У вас есть неполноценность и идеальность. Он не слышит это слова. Он слышит, у вас есть неполноценность, вы плохой. У вас есть идеальность, вы плохой. То есть он везде дошивает вот этот свой фрактальный смысл. Везде, каждой мысли. На улице идет дождь, вот, все настроение у меня испортится. На улице солнце, настроение у меня лучше. То есть он постоянно все соотносит с собой. И поэтому он перегружен постоянно переживаниями, потому что он все время проверяет, какой я. Он не знает. У него нет границ, он их ищет. Какой я. И поэтому вся информация про какой я. Там нету идей научных. Там есть только если про меня или не про меня информация. Если про меня, то про меня плохого и про меня хорошего. Все остальное непонятно. Когда человек учится, у него добавляется презрение. То есть он натаскивает в ложное «я», еще больше повода быть собой недовольным, быть недовольным людьми. Ох, оказывается, недостатков больше еще. О, будет хороший повод мне себя улучшить, погрызть. Я ж когда грызу, я жизнь свою улучшаю. Сразу круче становлюсь, когда я себя уничтожаю. И поэтому больше знания на истинное «я» не влияет. Они кормят ложное «я», которое находит больше недостатков. Аутоагрессия и агрессия от этого знания. И человек всю информацию воспринимает как это мне позволит ТБС достичь или нет. Человек же себя ничтожит и сгрызает,
именно потому, что у него есть мечта, точка безусловного счастья, которая состоялась в детстве, а еще чаще в утробе. И человек всю эту утробу из мира пытается сделать большую утробу. Каким я должен стать, чтобы мир стал моей утробой? И пока человек носит в себе это ТБС, пока он хочет, чтобы мир был его утробой, которая безусловно его принимает, тут же ему все дает, постоянно тождественно. Ему пока он не откажется от этой мысли и не начнет узнавать мир, а не быть зацикленным на себе, ему будет больно. Можно ли себя переделать? Да, если вы поймете, что вы хотите из мира сделать утробу для себя. Что не мир познается, а миру предъявляется претензия за то, что он не такой, как надо. Поэтому человек не спрашивает, я не понял, объясните мне. Вот у меня на сессиях люди начинают это делать только уже, когда какое-то время пройдет. Они говорят, понял. Когда мне человек говорит, понял, я понимаю, что точно ничего не понял, потому что я сама не поняла еще до конца. Я знаю, что я не до конца знаю. А человек говорит, я уже понял. И он этим понял, выстраивает свой идеальный образ. Он не допускает незнания или непонимания. Поэтому важно в обучении и в психотерапии наблюдать за тем, как вы мыслите и воспринимаете информацию. Не куете ли вы одну и ту же фрактальную мысль, один и тот же шаблон? Не обслуживаете ли вы один и тот же образ? И чтобы вы не услышали, оно все равно будет хороший я или плохой. Только вот про этих два варианта. Прямо слышать информацию, прямо слышать слова, не пришивать свой фрактальный смысл урбарически сложно, но возможно. Как понять свои границы? Люди у меня спрашивают, так как мне защитить свои границы? А я говорю, вы уже их обнаружили. Аллилуйя. Важно их сначала обнаружить. И у некоторых их границы – это сплошная боль, потому что нету тождественности. Мысль, что мир не утроба, не принимается. Границ отдельности от мира нету. И единственное, как мы можем понять свои границы, это по недовольству. Много ли у вас недовольства? Если вы мне напишите, нет, я всем доволен и счастлив, это говорит о том, что, в принципе, вам этот вебинар слушать бессмысленно, потому что вы в полной несознанке еще. Все начинается с восприятия недовольства. Недовольство нам очень сложно выдерживать, потому что сразу что делать? Вот мне пишут вопросы, я говорю что-то важное, я понимаю, что вы себя отвлекаете, других отвлекаете, меня отвлекаете. Я ощущаю недовольство, и из этого недовольства я выношу решение, что мне сейчас делать. Я говорю, не пишите, это важно. То есть при ощущении своего недовольства важно разрешать себе активность, действие. Это сила. Мы с вами сейчас находимся на главе нашей сказки «Сила». Как приобрести мою силу. И это недовольство, которое станет активностью, есть ваша сила. Но люди, испытывающие недовольство, копят недовольство, не разбирая его. Когда у человека недовольство, если он в безграничности, в зацикленности на себе, он привык на это реагировать или аутоагрессией, или агрессией, которую скрывает, но агрессия у него есть на другого. Но можно это все трансформировать в понимание. Например, я понимаю, что в тот момент, когда я говорила важное, вы это писали, потому что я перед этим задала вопрос, и вы-то не знаете, что это важно, это я знаю, что важно. Это и моя ответственность сказать, это важно, не пишите больше сейчас ничего. И я предприняла активность спокойно.
не без вот этого «п-п-п-п-п», всех осудить. Когда я могу спокойно понять, что сейчас происходит, понять свое недовольство, предпринять какие-то действия, то агрессии, аутоагрессии нет. Не всегда есть возможность что-то сделать в реальности, не всегда. В реальности нет во внешней. Но во внутренней реальности вы всегда можете что-то сделать. Вы можете проанализировать, разобрать, взять свои знания, употребить их, объяснить себе, что сейчас происходит. Моя мама после инсульта разговаривает со мной странно. И я постоянно себе объясняю: Оля, она после инсульта, у нее нарушились когнитивные способности, она не может говорить по-другому, она не делает это на зло, как многие думают, это на зло мне делает. Она делает то, что она может. Я вижу, как она старается максимально на свои возможности со мной говорить. И если себе я это объясню, недовольства нет ни собой, ни мамой. То есть наше недовольство очерчивает наш контур границ, и в нашем недовольстве мы обнаруживаем себя, но можно в этом маленьком окошечке недовольства и жить. Вот это, как это бабки сидят такие, смотрят на всех, что там в мире творится, вот какие они отвратительные. То есть можно продолжать смотреть через эту амбразуру на мир. Но если нам разрешена активность, нам разрешено что-то делать, если мы объясняем себе, а не накапливаем презрение к другим людям, чтобы вот бабка, она почему так говорит? Потому что у нее уже нет возможности повысить свою значимость, и единственная возможность повысить значимость – это обесценить других. Многие только так и живут. Они не сами растут, а они обесценивают других. Недовольство показывает нам контур нашего реального «я», если мы честно можем признаться. Я, например, с клиентами говорю, я говорю: вас что-то беспокоит? И они такие: нет, все хорошо. Я понимаю, что человек врет. То есть ему страшно признать недовольство. То, что ему что-то в контакте нашем непонятно, не нравится. Потому что непонятно, как я прореагирую. Потому что если он скажет это вслух, надо же будет с этим что-то делать, ему страшно. А если он мне скажет вслух, а я его надежда на лучшую жизнь, то он мне может не понравиться, и тогда не получит свое ТБС, и он тогда молчит и терпит, в недовольстве не признается даже самому себе, и этот снежный ком лжи растет, пока человек просто уже сам не выдерживает. Когда человек, например, мне говорит искренне: мне сейчас страшно и непонятно, я от страха не могу мыслить. Надо что-то с моим страхом сделать, помогите мне. Я беру и помогаю. И даже если вы скажете другому человеку: мне страшно, мне непонятно сейчас, даже если вы скажете своим близким: мне сейчас страшно и непонятно, то вам не надо будет становиться драконом для того, чтобы что-то изменить. Искренность открывает многие двери. Если вы ее говорите спокойно, если вы ее говорите без обвинений. Проблема в том, что это недовольство у человека не перерастает в активность. То есть человек недовольный, и все. Он не открывает рот, не говорит, не меняет, он умеет терпеть или не терпеть. Если не терпит, он дракон огнедышащий, или же он терпит. Потому что он уверен, что пока он терпит, у него остается надежда получить от другого что-то. А недовольство у человека убрать невозможно, потому что пока я недоволен, у меня есть шанс на лучшую жизнь. Пока я недовольна своим мужем, где-то ходит муж лучший. Пока я недовольна своей работой, где-то есть работа моей мечты. Пока я недовольна проведенными вебинарами, я могу проводить вебинары лучше. И человек недовольства делает надежды на лучшую жизнь. Но если я недовольна вебинаром, я просто не захочу второй проводить. Не захочу. Потому что я удовлетворения не испытываю. Я привыкла все обесценивать тогда. Если я буду обесценивать свой труд, своего мужа, своих клиентов, свою команду, то
я не смогу расти, я не смогу ничего делать, я буду недовольная баба все время. Со мной будет невозможно общаться, будет я токсичная, я буду ядовитая баба. Но если я буду довольна, это у меня, значит, лучшей жизни не будет. Нет, я лучше буду недовольной всем и собой в первую очередь. Если я буду собой недовольна, я буду лучше. Нет, мои дорогие, если вы будете недовольны собой, то кроме плохого настроения и токсичного яда внутри у вас ничего не будет. Только из принятия и довольства. Устали? Как вы? Напишите. Напишите какие-то вопросы сейчас. Передышечку сделаем. Я водички попью. О, Галина не устала. Боец! Так, не, Роман тоже не устал. А, Роман устал. Роман устал. Дмитрий не устал. Интересно. Немного устала. Ага. Отлично. Главное, себе не врите. Хорошо. Если устали, пишите. Да, устали, тяжело. Это нормально. Меня можно слушать вечно. Вы меня точно идеализируете. Немного утомился. Интересно. Интересно. Ноги затекли. Ноги разомните. Разомните ноги, руки. Надо размять себя. Размять. Плачу. Это хорошо. Не могу понять, устала я или нет. Вот Юля молодец. Что ты написал? Не все укладывается, да, информация концентрирована. Я всегда даю информацию концентрированно. Терпеть не могу пустые лекции, пустые разговоры. Тяжко, да, нелегко. Что значит надо умереть, чтобы родиться? Умереть, мы про это поговорим на 5 блоке на выходе подробно. Спасибо, что нет воды. Да, я тоже терпеть не могу воду. Ну что, пойдем дальше? Дописывайте вопросы, останавливайтесь и пойдем дальше. Итак, мы с вами поняли, что у нас есть границы внешние и внутренние. Мы с вами поняли, что они одинаковые, они из одного материала. Мы с вами поняли, что выйти, если не выйти из состояния зацикленности на себе, то есть смотреть в амбразуру и считать, что это и есть весь мир, то границы не появятся. Не появятся, потому что вы еще не стали отдельным от среды. Эта зацикленность на себе создает зеркальную комнату, в которой вам кажется, что вы общаетесь с миром, а вы общаетесь с собой, наделяя всех людей только своими чертами. Вы еще их не рассмотрели как других. Они всего лишь ваши копии, ксерокопии. Я попрошу больше не писать, хорошо, меня отвлекает. Мы поговорим сейчас про другие границы. Не отвлекайте, пожалуйста, и других. Давайте, пойдем. Мы с вами поговорили, что когда человек зациклен на себе, он не порождает новые идеи, а постоянно фракталит. Он создает рекурсивные коридоры. Это когда зеркало в зеркале отличается, и такой коридор. То есть у него одно и то же, одно и то же. Потому что он порождает только себя в каждой мысли. Он проявляет только свое, то, что у него есть. Это такой безостановочный комбинат. Это как змея, которая кусает свой хвост, кушает свой хвост, извините, какает своим хвостом, опять где-то кушает, вот так вот и живет. Она замкнута в себе, она не впускает ничего. Она постоянно пожирает себя и считает, что это пожирание себя и есть забота о себе, и если жрать себя лучше и чаще на себя нападать, то что-то улучшится. У нее не появились другие люди. Но если появляются другие люди, дракон нападает на них точно так же, как на себя. Сейчас будет важный слайд. Если вы поймете этот слайд, он облегчит вам жизнь. Я, возможно, на этот слайд сниму отдельный ролик еще. Итак, почему мы
не можем понять, что когда мне кажется, что меня отвергают, на самом деле это невозможность получить утробное, тождественное, желаемое от мира. То есть почему, когда мой муж не хочет со мной гулять вечером, я чувствую отвержение? Это важный момент. Итак, внутри у меня возникает потребность пойти вечером погулять. У меня есть недовольство, потому что эта потребность не удовлетворена. У меня есть внутри потребность сделать это со своим мужем. Я так придумала, я создала такую идею. Я мужу говорю, пойдем со мной погуляем. Муж говорит, не пойду. В этот момент я чувствую боль, потому что я не получила желаемое, то есть боль от неполучения желаемого родила я сама внутри. Это моя боль, это мой продукт. Но я проецирую причину и назначаю мужа источником моей боли. А если он источник моей боли, то он на меня напал и отверг. Мы не обсуждаем сейчас, должен муж со мной ходить гулять или не должен. Мы говорим только про то, что это было мое желание, это была моя неудовлетворенность, и эта неудовлетворенность дала мне боль, потому что мир не захотел быть моей утробой, дающей мне мгновенно то, что я хочу, тождественно мне. И если я, Ольга Демчук, понимаю, что моя боль – это моя невозможность получить утробное удовлетворение, я себе говорю, Оля, ну, ты же знаешь, это не тождественность. Из-за нетождественности у тебя появляется страх. Ты сейчас реагируешь как младенец с болью. Потому что если тебе кажется, что мир тебе не дает то, что ты хочешь, тебе сразу как будто угроза жизни, как у младенца. Давай эту боль разберем, давай поговорим, почему он не может идти. Ну, это не жизненно важно. Может, давай поуговариваем. Если для тебя это важно, давай его поговорим. То есть мне понятно, что мне делать. Видите, мне понятно, что мне делать. Я или контейнирую, разбираю свою эмоцию, свою боль, или же понимаю, надо к мужу подойти как-нибудь похитрее, если мне это важно. Но если я спроецирую в мужа причину своей боли, все, там только скандал. Там только скандал. То есть, как обрести свои границы? Прекратить разбрасываться ценными вещами. И так этих границ нету. Их бы нащупать, присвоить, потому что если вы обретете границы, вы сразу обретете истинное я. И сразу пойдете вверх, начнете развиваться. Но для этого вам надо завязывать с проецированием. Надо стать жадными и прекратить отдавать ценные вещи в виде ответственности за свои состояния другим людям. Если вы это сделаете, вы свободные люди. Например, еще примеры на эту же тему. Когда человек голоден, ему кажется, что другие люди стали хуже, злее и больше не такими, как надо. Как только человек поел, мир сразу становится лучше. И если я не понимаю, что я голодная, мне будет казаться муж больше нападающим. Если я провожу психоанализ, и я голодная, и я не поела, то я могу начать агрессировать на клиента, не понимая, что это моя неудовлетворенность, моя боль.
я по привычке начну искать причину вовне и назначу своего клиента каким-то не таким. Поэтому я завтракаю, обедаю и ужинаю, и иногда делаю перекусы. Потому что если я буду игнорировать голод, то я автоматически начну проецировать причину вовне. Когда младенец испытывает голод, он не понимает, что это его голод, это мама его не покормила. И у младенца реально нет выхода. Он может только ждать, пока мама покормит. А у взрослого человека выход есть. Взрослый человек понимает, что мой голод – это моя ответственность, а не моей мамы. Сися у мам, 100%. Я не спорю с этим. Но голод, который я испытываю, мой. Многие люди боятся разоблачения. Они проецируют свой страх других. А если бы я, та, которая боится разоблачения, поняла, что мне страшно проявляться реальной, я реальная как Маугли, я могу только играть вот такую вот лялечку, куколку, такую все замечательную. Но мне постоянно страшно, что меня разоблачат, потому что я на самом деле не такая зайка. Я со всех сил скрываю свою агрессию и презрение к вам. Если я веду себя реально, я не боюсь, что меня разоблачат. Нечего разоблачать, я такая. Но если я буду изображать, я начну бояться людей, потому что могут все меня разоблачить. Я же притворяюсь, 100% притворяюсь. Человеку страшно узнать про себя правду. Он постоянно играет. И вместо того, чтобы понять, ты сейчас играешь, тебе поэтому стрёмно. Ты боишься, что узнает, какой ты. Он говорит, люди меня хотят разобрать. Это опасные люди такие. Понимаете, что происходит? То есть, если я понимаю, что я играю зайку, то я хотя бы в людей не буду проецировать и не буду их бояться. Я буду понимать, что это мои какие-то саморучки. Но если я начну проецировать в людей это, я концов не найду. Вообще я не могу, не пойму вообще, как с этим, что делать. Я буду верить в сказку, что и люди меня разоблачают. Буду верить. А с этой ложью я ничего не могу сделать. Как я могу повлиять на всех людей? Скажите мне. Вообще никак. Я себе ставлю невыполнимую задачу. Например, еще пример. Как выйти из безысходности, я вам сейчас рассказываю. Как обрести свои границы, как научиться уметь действительно что-то делать. Только делать надо будет самими собой. Например, моя мама опасная. Вот я приду к маме, она меня влияет. Да, моя мама может на меня влиять, только если я еще жду от нее ТБС. Например, моя мама мне сегодня по телефону говорит, смотрела твой ролик. И в этот момент самое главное не начать ждать, чтобы мама тебе сказала то, что ты хочешь. Ну, например, смотрела твой ролик, ты такая умница у меня. Вот если ты ждешь, что мама тебе скажет желаемое, твой ТБС, все, ты становишься вообще беззащитной. Потому что когда моя мама говорит, что на мне классная кофточка, можно рухнуть в полную неполноценность. В боль, в боль. Мама не такая. Мама про кофточку сказала, я ждала, что она умная. Для моей мамы кофточка важнее, чем ум была всегда. И поэтому моя мама может мне сделать боль, только если я по-прежнему мечтаю о какой-то прекрасной маме, которая говорит мне прекрасные слова, которые я жду. Вот только тогда она может мне сделать больно. Если я понимаю, какая она на самом деле, она такая, мне не будет больно. Я ржу, когда она мне про мои кофточки говорит. Я такая, да, мам, классная кофточка, да. Отсутствие грандиозности вашей – это не ничтожность. Многие люди нафантазировали себе, что они там
ясновидящие, там какие-то гении, еще кто-то, и они это не получают, и поэтому они ничтожны. Когда вы фантазируете о том, какой вы, а не растете изнутри, вы все время будете ничтожеством, потому что фантазия не может сбыться. Я вам точно скажу, как человек достаточно реализованный, то, какая я сейчас, я не могла предположить даже 10 лет, даже 5 лет назад. Я не знала, что со мной будет. И то, к чему вы стремитесь, это полная ерунда. Я не стремилась к тому, что чем я сейчас обладаю. Я, естественно, выросла до этого. Когда вами не восхищаются, это не отвержение, это всего лишь отсутствие восхищения. Человек спокойно относится к вам. Когда с вами полностью не соглашается, это не значит, что вас критикует и на вас нападает. Человек сам собой, он сидит в своей зеркальной комнате, что-то там себе говорит. Вы посмотрите, он вообще хоть с вами говорит. Если человек замкнут на себе, если он, еще раз повторюсь, не выделился из мира, он воспринимает мир как среду, как утробу, которая должна, может быть только тождественной, больше никакой. Если у него нету этих границ, он не может видеть других людей как других, он видит их как свои копии, как свои отражения, наделяя их собственными чертами, собственными мыслями. Пока человек не вышел из замкнутости, он не может порождать новых идей, он постоянно думает одни и те же мысли, только в разных вариациях. Это мир безысходности, потому что бы вы ни думали, что бы вы ни делали, получается одно и то же. Как говорил один мой клиент, какую мы партию бы ни строили, получается все равно КПСС. Если есть убежденность, что со мной это делают другие, вот я маме это спроецировала, эту всю ответственность, значит, делаем логический вывод, и возможность изменить это есть только у других. Ну, если это муж меня отвергает, значит, не отвергать меня может только он. Сижу и жду, или обижаюсь и плачу, или кричу на него, да, вот со мной гулять не пошел, если это от него зависит, то только он может мне это дать. Я сама ничего не могу сделать. Я это гусеничка без ручек, без ножек. Жду, пока меня понесут погулять. Не могу с собой поговорить. Итак, если мы спроецировали в другое, вы отдали ему эту ответственность, значит, на кого надо нападать? На другого. Все. То есть у меня нету правильного решения. У меня есть решение фантазийное. Если фантазийная ответственность за боль на мужа, то исправлять надо мужа. Поэтому я на него набрасываюсь. Или терплю, чтобы потом наброситься все равно. То есть это не объективный анализ происходящего. Муж не пошел гулять, факт. Боль – это моя от этого. Я ее продуцирую из-за того, что я ожидала тождественность и считала, что муж моя среда. Если есть убежденность, что все зависит только от меня, все могу только я, то тогда нужно исправлять себя, правда, грызть, укусить себя за хвост и терзать. Некоторые люди так и живут. Они не просят о помощи, они не говорят, что им плохо, они не обращаются вообще к тебе, они сидят и ждут, пока к ним обратятся, пока их позовут, пока им что-то скажут. Как одна девушка мне говорила, она, по-моему, сегодня есть, что на меня в чате никто не обращает внимания, я там лишняя. Я говорю, ну вы же там не проявляетесь. Она говорит, как не проявляетесь? Я говорю, не проявляю, люди что-то пишут, а вы ничего не пишете. То есть человек не замечает, что он не пишет, но уверен, что его отвергают, и он там лишний. А он сам не проявляется, у него запрет на проявление. И человек в замкнутой вот этом вот своем уроборической замкнутости, безграничности, он мыслит не системами. То есть он может мыслить, или ты плохой,
Вторая мысль, или я плохой. Один объект, один, только один есть. А мыслить системой есть ты, есть я, есть система, есть обстоятельства, есть твое разное настроение, мое разное настроение. Это все влияет на происходящее. То есть мы выстраиваем сложную систему, где видим взаимное влияние друг на друга и еще влияние факторов внешней среды на ситуацию. Это сложная система. Но если мы построим такую сложную систему, хотя бы чуть-чуть сложнее, не ты виноват, и я виноват, а что между нами, что в нашем контакте, что сейчас происходит между нами, как мы, у человека мы нет, у него есть ты, тебя грызть, я, меня грызть. То есть мы когда человек замкнут на себе, он урборичен, у него мы нет. У него нету сотрудничества. У него может ты мне, потом я тебе. Ты мне массаж спины делаешь, потом я тебе делаю. А у человека не получается. И поэтому это вечная война и вечное противостояние. Это не сотрудничество. Это или я терплю, что не по-моему, а теперь ты потерпи, что не по-твоему, будет по-моему. Противостояние. То есть отношения как противостояние. Что происходит в созависимых отношениях? В созависимых отношениях наша змеюшка обретает другой хвостик, уже не свой, она уже может подгрызать чужой хвостик, а не свой. То есть человек, как был замкнут и на себе, так и остался, только это стало больше, и они теперь вдвоем создают такую замкнутую систему. Это ожидание того самого, я понимаю свою недостаточность, того, чем я не обладаю, и я жду, пока появится тот, кто достроит все, что я не могу сам. Он сделает мою змею целенькой, полноценненькой. Жду того, кто меня сделает полноценненькой. Была лягушка, меня поцеловали, стала принцесса. Был лягушонок, его принцесса поцеловала, он стал принцем. Как это говорят? Женщина должна мужчину вдохновлять, и тогда мужчина принц. Да? Вот это вот. Лягушку поцеловали, и из лягушоночка вышел принц. Или девушка сидит, говорит, вот выйду удачно замуж, и жизнь моя удалась. И тогда выстраивание отношений как самопожертвование. Я терплю тебя, теперь ты потерпи меня. Поочередное. Или тот, или тот, или тот, или тот. Вместе у людей не появляется. Они все время катятся клубком, впившиеся в друг друга змей. И отдельными такие люди могут быть только в ненависти. Поэтому или я жить без тебя не могу, мы с тобой две змеи в одном клубочке, или же мне никто не нужен, пошел вон. То есть только в ненависти человек может быть со своими границами. Ему надо ненавидеть других людей, и мужа, и близких, для того, чтобы ощутить себя отдельным. Потому что если он входит в отношения, он входит в слияние. Когда человек зациклен на себе, он урборичен, он ничего не может построить, кроме слияния с другими людьми, даже с продавцами, даже с прохожими на улице. Он заглядывает в глаза и хочет слияния. Я на сессиях психоаналитических очень остро чувствую, когда человек хочет пойти со мной в слияние. Это ощущение, что тебя одновременно поглощают таким туманом, то есть тебя как будто хотят съесть, вот эта змея кусает хвост, но в то же время как будто в тебя хотят забраться, как будто хотят стать твоим плодом внутриутробным. И я вижу по своим клиентам, мне надо им очень нежно отказывать в слиянии, потому что они прутся в слияние со всех сил, как бизоны. Но если им говоришь, я не пущу вас в слияние, они воспринимают это как отвержение. Вот отвержение и есть слияние. Нет, Константин, я не могу меньше эмоционировать. Мне это важно для того, чтобы донести тем людям. Если тяжело, не смотрите или смотрите по частям.
Итак, когда люди в уроборическом состоянии, они могут входить только в слияние. У них не слияние, других отношений нет. Они могут с другими быть только в полном слиянии. Сейчас посмотрим, какие бывают отношения в слиянии созависимости. Для иллюстрации этой информации я выбрала льва и единорога. Они все время находятся в битве. Помните в Алисе, в Льюисе Кэрролле, когда лев и единорог постоянно дрались? Вот в слиянии люди постоянно дерутся друг с другом. Мы с вами знаем про 3 наших любименьких персонажа. Внутренний идеал, внутренний аффективно-инфантильный фантом и ВНО. Этих 3 персонажа, они составляют суть нашего ложного «я». Я напоминаю, что внутренний идеал – это тот образ, которому я, если буду соответствовать, тот, который я предъявляю миру, то я получу все желаемое. Ваиф – это совокупность нашего счастья, которое мы мечтаем достигнуть. То есть это наше воспоминание счастья. А ВНО – это наш внутренне надзирающий объект, который следит за этим получением. Когда мы входим с вами вот в это вот полное слияние с другим, когда мы открыли границы и сделали этого человека важным для себя, то мы начинаем разыгрывать наш внутренний сценарий. То есть мы начинаем проецировать в него кого-то из внутренних персонажей. Если мы с вами проецируем внутренний идеал, то рядом с таким человеком мы сразу начинаем тупеть. То есть мы сразу чувствуем себя инвалидом, вот этой вот гусеничкой без ручек и без ножек, которая не может ничего сама. Все, она ждет, что сейчас ее возьмут на руки и куда-то понесут. Она ждет, что появится кто-то взрослый, который сейчас с ней что-то сделает. Когда мы проецируем внутренне аффективный инфантильный фантом, мы внезапно взрослеем с этим человеком. Я думаю, что вы все замечали, даже вот с родителями рядом, когда мы в родителя проецируем внутренне аффективный инфантильный фантом, то тогда мы как будто становимся взрослее, мы как будто становимся родителями этих родителей. То есть мы чувствуем себя умными и ответственными. И мы тогда терпеливые, такие терпеливые, мы терпим, жертвуем собой. Ну что возьмешь с этого убогого? Часто мы свой внутренний аффективный инфантильный фантом проецируем в собственных детей. Когда мы не воспринимаем их как полноценных, мы воспринимаем их как инвалидов, ну, людей с ограниченными возможностями, и не говорим с ними как взрослыми. И ребенок, ощущая это, начинает садиться на голову. Если я буду с клиентом вести себя как с ваифом, этот человек не вырастет никогда, потому что он вручит мне себя и будет ждать, что я его буду носить как младенца и кормить. То есть в контакте с другим равноценность, полноценность, равнозначность – это залог сохранения границ. Если вы проецируете, например, в Ольгу Демчук свой внутренний идеал, то вы лишаете себя этого персонажа, и раньше вам надо было соответствовать собственному внутреннему идеалу, а сейчас вам Ольга Демчук расскажет, какому идеалу соответствовать. И я вижу, как многие люди слушают про истинное «я», но создают из него очередного кумира, которому они уже начинают соответствовать. Или же надо получить признание и восхищение того, в кого я спроецировала внутренний идеал, и тогда он научит меня или же сделает за меня. Когда мы проецируем вот этот вот инфантильный фантом, мы начинаем спасать таких людей. Я иногда вижу в вебинарном чате, как начинают люди спасать других людей.
То есть они воспринимают другого как слабого, как глупого, себя как будто я умнее, как будто я лучше. И из этой позиции начинают спасать, и такие люди обеспечат себе рядом много рыб прилипал, которые будут с них тянуть энергию и которые будут на них паразитировать. Третий вариант, когда мы проецируем в НЛО, тогда мы начинаем его бояться. Мои клиенты, когда проецируют в меня в НЛО, они начинают меня бояться, начинают со мной бороться. Вот эти слова, которые я говорю, помните, я говорила, что бы я ни сказала, человек это воспринимает я плохой или я хороший. Я плохой или я хороший. И если он воспринимает это как я плохой или я хороший, то тогда все, что я не... Все слова, которыми я не хвалю его, я этими словами, значит, обесцениваю его, если я не хвалю. И тогда он начинает со мной бороться, начинает пытаться меня победить, или же в страх уходит, молчит. И в такие минуты очень важно понять, что сейчас происходит, и переиначить разговор. То есть понять, что надо что-то изменить. Но когда один человек, это легче, когда группа, это тяжелее. Поэтому здесь уже надо смотреть по себе. Итак, когда мы с вами входим в слияние, в созависимость, то тогда мы проецируем один какой-то персонаж другого. Это не значит, что если вы спроецировали один, вы не можете спроецировать два остальных. Иногда это меняется мгновенно, буквально за секунды человек, например, человек приходит и говорит, вот вы меня спасете, Ольга Демчук меня сейчас научит жизни, а вы говорите ему, не идеализируйте меня, многое зависит от вас. Человек такой на меня подозрительно смотрит, ага, значит, она меня не спасет, смотрит как на ВНО сначала меня, а потом думает, нет, это, наверное, она так на комплимент нарывается и начинает со мной говорить как с Ваифом. Ой, ну вы можете спасти, но не скромничайте, вы можете спасти. То есть может за секунды это все поменяться. И очень интересно наблюдать, когда мы, например, проецируем Ваифа, внутренний идеал Ваифа или ВНО в людей, это тяжелее наблюдать. А мы это проецируем в котов. Вот у кого есть коты, понаблюдайте, как у вас меняется к ним отношение. Иногда кажется, что они ВНО, которые нападают на нас. Иногда кажется, как дети, мы им все прощаем, уже на голову нам могут залезть. И котам, если только дашь залезть на голову, они там и будут жить. Поэтому к котам тоже важно относиться как к отдельной личности, ощущать границы. Или же кот, вот я сейчас домой приду, котика обниму, и все, моя жизнь наладится. Котик взял и не захотел идти на руки. То есть очень важно уметь понимать, когда идет проецирование или внутреннего идеала, или же Ваифа, или ВНО у других. Ладно, в котов, так люди в ноутбук проецируют их. Или же проецируют их в телефон свой. То есть, когда телефон начинает глючить, и человек гладит вот так вот телефон и говорит, ну что ты, давай работай, да? То есть он начинает как к ребеночку относиться, ублажать. Или же, например, начинает относиться к телевизору, как к ВНО, который нападает не пока. Люди бьют вот так вот по телевизору кулаком, и вот так вот телевизор заставляют показывать. Про правительство и налоговую это вообще тогда проецируется что угодно. То есть важно научиться узнавать проецирование, и если есть это проецирование, вы уже вошли в слияние, а если вы вошли в слияние, то значит вы будете эмоционально заряжены. То есть вы назначили этот объект или этого человека жизненно важным для себя, и начнется избыточное эмоционирование. Люди спрашивают, как общаться наравне. Для того, чтобы общаться наравне, надо сначала найти свои границы. Когда границы найдены, есть признание реального «я», то тогда
вы можете понять, а какой другой человек. Пока человек видит только своих клонов, и если клон не хочет вести себя так, как надо мне, я привык вести себя серьезно, и вы должны вести себя серьезно. Если вы ведете себя несерьезно, вы неправильная и нападаете на меня своей неправильностью. То есть, когда есть требования к тому, чтобы другой человек был средой, он будет все время нападать своей инаковостью, нападать своей эмоциональностью, нападать своей жестикуляцией, потому что система сразу красными лампочками. Атака, атака, атака. Нам нельзя эмоционировать, никому нельзя эмоционировать. Нам нельзя эмоционировать, никому нельзя эмоционировать. И человек начинает перегружаться. То есть все, другой на него нападающий, атакующий. Идеальный другой – это тот, кто хочет, согласен поддерживать иллюзию обо мне прекрасно. Кто меня хвалит, кто всегда ведет себя так, как надо, всегда угадывает мое настроение. Этого человека мы называем идеальный другой. И когда мы нарываемся на людей-манипуляторов, они по нашей мимике понимают, что нам надо, то есть они не эмпатичные, они считывают, что нам надо по нашим... Оп, нам это понравилось, они считали. Оп, считали. И тогда манипуляторы, психопаты становятся для нас идеальными другими. И многие женщины, попадая в отношения с психопатами, они готовы терпеть унижение, последующее за этими, чтобы они опять им дали то состояние безусловного принятия, в котором они купались и ощущали себя хорошими. То есть, когда человек ведет так, как надо мне, в этот момент я чувствую свою хорошесть. И я согласна, можешь меня бить и оскорблять, но потом опять дай мне вот это ощущение, чтобы я почувствовала себя хорошей. Когда мы говорим о слиянии, мы все время говорим о противостоянии. То есть человек или же жертвует собой в отношениях, но начиная жертвовать, он уже начинает противостоять, потому что жертвование будет накапливать недовольство, которое потом выльется в агрессию. Когда человек в уроборическом замкнутом состоянии, он еще не отделен от мира, другие, или моя копия, или ты неправильный, то в этом состоянии человек не может понять своих возможностей. Ему кажется, что то, что он хочет, то он и может. Если я это хочу, я это могу. А если я это не могу, то надо сильнее кусать свой хвост, и я точно начну это мочь. Понимаете, какой парадокс? То есть человек не разбирает свое «хочу», а принуждает себя еще сильнее мочь. И это нереалистическое представление. Его «хочу» идет впереди планеты всей. Хочу тождественно, хочу, чтобы все люди были такими, как я. Или же строгими и безэмоциональными, или же веселыми. Я хочу, чтобы они такими были. Если они не такие, как я, значит, они неправильные. Значит, они должны исправиться и стать такими, как надо мне. И человек пытается других сделать копиями себя, чтобы у него был спокойненький, контролируемый мир. Он тогда будет предсказуем. У человека категоричное все или ничего. У человека нет детализации и фактора времени. То есть, например, если я хочу стать психоаналитиком, я должна стать психоаналитиком вчера уже. Вчера. Что мне почитать, чтобы стать психоаналитиком, понимаете? Ответа нет на этот вопрос. Нету таких книг, после которых вы станете психоаналитиком. Психоаналитиком становится по-другому, выходя из замкнутости на себе и умением понимать, какой другой человек. Когда человек в замкнутом роборическом состоянии, он не может эволюционировать. Потому что он хочет просто стать драконом большего размера, и все.
качественный переход он не в состоянии сделать. И когда человек зациклен на себе, не тратьте силы, не говорите, что надо делать. Потому что бы человек ни делал, это будет фрактал. Это будет то же самое. Можно бесконечно слушать советы других, лайфхаки. Можно бесконечно получать инструкции, но вы будете делать фрактальность, вы будете делать те же действия с теми же результатами. Секты, эзотерические течения, исповедующие единство с миром как единый организм и одно целое, культивируют стирание личностных границ. Да, они культивируют стирание личностных границ. Состояние единства с миром, оно постигается только тогда, когда у человека есть свои границы, потому что тогда он видит мир не искаженным. Если человек находится в слиянии, он всего лишь наделяет мир своими чертами. Эту мысль прохожу, значит, могу постоянно цитирую как истину псевдо и около психологи. Да. Вот этот надо свой хвост еще больше грызть, и тогда будет моя хочу. Я хочу очень донести вам про это противостояние. Змея, кусающая свой хвост, она находится в противостоянии с собой. Вот это недовольство, вот это вот противостояние деструктивности. И для того, чтобы вернуть свою силу, важно выйти из противостояния, увидеть это противостояние, как ты с другим не ищешь сотрудничества, не говоришь ему: дорогой, давай разберемся, что в наших отношениях с тобой. Ты ему говоришь: не делай так. Это противостояние. Когда ты не пытаешься понять, а почему ты не можешь добиться того, что ты хочешь, а может быть фактор времени не учел, а может быть это не твое, а ты хочешь с собой противостояние, ты должен это делать. То есть это постоянная агрессивная атака без детализации. Это все время противостояние с собой и с миром. Вот на этом рисуночке я выбрала кадр. Есть такой персонаж Зефир, это из «Охотников за привидениями». Человек сначала раздувается в своем идеальном образе. Он хочет быть вот таким идеальным. И потом ему надо свою агрессию раздуть тоже до размеров своего идеального для того, чтобы этого добиться. И человек все время находится в противостоянии с собой. Чем идеальнее образ, тем больше аутоагрессии. Итак, дамы и господа, мы с вами подошли к завершению нашей сказки. Сегодня мы были в гостях у сказки, в гостях у реальности, у реальной истории про сказку у Ольги Тимчук, и мы с вами подошли к завершению. Какой же выход? Я нашла прекрасный рисунок, символизирующий мир, запертый в себе. Когда я общаюсь с такими людьми, у которых очень маленький мир, я чувствую, как они хотят меня туда запихнуть, как они хотят себе сделать такой, как надо им, как прокрустово ложе. Если руки и ноги туда не влазят, давайте их отрубим. Да? Правда, человек умрет после этого, это уже не будет с собой, но давайте отрубим, мне руки и ноги мешают. Жить в маленькой шкатулочке, в маленьком кукольном домике тяжело, там душно, там невозможно и все время опасно. Мир все время кажется опасным, потому что он не будет тождественно вам никогда. Если вы ждете, что мир прогнется под вас, этого не будет никогда. Если вы ждете, что вы достигнете идеальный образ, и тогда будет все по-вашему, этого не наступит никогда. Необходимо поменять сам принцип мышления человека из «я должен стать таким идеальным, чтобы мир был таким, как надо мне», на «я хочу познать мир для того, чтобы мочь больше». И чем примитивнее, идеалистичнее представление, как должно быть, тем больше у вас будет недовольства, тем больше вам надо будет терпеть, и тем больше у вас будет боли от этого мира. То есть чем меньше вот этот маленький мирочек, в который должны все поместиться, весь мир, все люди. А если что не помещается, то неправильно, и вам придется столько выбросить. И в этой шкатулке можно только задохнуться, там некуда расти. Пока нет сомнения в собственной правоте, потому что безграничный человек не сомневается, что он прав, он не сомневается, что другие должны измениться под него, он не сомневается в том,
что его представление о мире – это и есть мир. В нем нет сомнений. Он диктует условия, он всегда прав. Поэтому развиваться он не может, потому что ничего нового в этот грецкий орех попасть не может. Все, он закрытая, сформированная система. Он может только как танк катиться. Но этим людям кажется, что над ними издевается. Понимаете, человек как танк катится, он принуждает мир стать таким, как надо ему, но ему кажется, что люди над ними издеваются, что это он несчастный, этот человек, и он терпит. У Сальвадора Дали есть картина рождения геополитического человека. Когда человек выходит из яйца. Помните, там вы задали вопрос, почему надо умереть, чтобы родиться? Умереть как грандиозная и пустая личность, умереть как фантазийная личность и родиться как реальный, но потенциальный человек. Потому что фантазию невозможно развивать, фантазию невозможно растить, из фантазии невозможно эволюционировать. Ее можно сделать большего размера, и все. Но качественного изменения не происходит. Главная мысль, которая должна появиться, я есть и я рад себе. Состояние я есть невозможно, если образ фантазийный, если у вас нету реалистичного представления о себе. Познать мир – это научиться называть процессы своими именами. То есть это стремление к истине, умение мыслить системами. Помните, я говорила, человек может мыслить или я, или ты. Или я виноват, или ты виноват. Человек не мыслит системами. Мы. Что происходит между нами? Это глубина мышления, это глубина понимания того, что сейчас происходит. В частности, про внутренний мир. Вот я пытаюсь показать, как выглядит внутренний мир, и в каждом своем роликом я предлагаю познание мира. Важно учиться не копировать то, что я говорю, а понять, каким образом я мыслю, каким образом я это постигаю, для того, чтобы мочь изменить основополагающий принцип собственного мышления и восприятия. То есть расширение границ и понимание, что цвета не 3, а 333. Вот это и есть познание мира. Я есть, и я рад себе. Я есть – это когда я могу признать какие-то свои реальные черты. И эти черты не про что-то прекрасное, а иногда про абсолютно ужасное. С точки зрения ложного идеального «я». Но с точки зрения меня реальной, я понимаю, что я могу быть злой, я могу быть агрессивной, я могу быть скучной, я могу быть замкнутой, но я могу быть и открытой, я могу быть и веселой, я могу быть и глубокой, и разной. И в моменте называть вещи своими именами, не пытаясь делегировать другому ответственность за свое состояние. Если вы делегировали все, вы себя лишили. Вы выбросили свою часть в мир. Вы ее не присвоили как границу, а вы ее отдали. Рад себе – это когда вы, узнавая про себя, не набрасываетесь на себя с претензиями, а вы всего лишь говорите: я сейчас злюсь, я сейчас устал, я сейчас не понимаю. Человек говорит: я злюсь, я устал, я не понимаю ничего. То есть человек не может без эмоционального прицепливания и недовольства выражать, констатируя то, что происходит. Я сейчас вру. О, я сейчас сказала неплохую мысль. Когда у нас исчезает прекрасный идеальный образ, который мы сравниваем, мы можем констатировать. И мы получаем удовольствие от того, что мы узнали. О,
мне сейчас страшно. То есть человек начинает с удивлением и радостью познавать себя, а не с сравнением с эталоном и наказанием себя за несоответствие. Когда мы узнаем зацикленность, мы видим, что мы этому миру противостоим постоянно. У нас постоянно деструктивная, разрушительная энергия, которая хочет разрушить, разбурить все нетождественное нам. Весь мир до основания мы разрушим, а потом остаются руины. Желание разрушать, конфликтовать, указывать, что делать, прогибать под себя, потому что я нажертвовал, потому что я уже терпела. Это путь в никуда. Это не возможность проявиться индивидуальности, это быть по-прежнему драконом, который может только грызть свой хвост, или же испепелить себя, или же испепелить другого. Перейти из деструкции в конструктивность очень сложно. Мы не замечаем, как мы мыслим постоянно деструктивными идеями. Идея недовольства – это деструктивная идея. Претензия другому – это деструктивная идея. Когда мы не пытаемся понять, а как другому сейчас, и подобрать для него слова, посмотреть на другого, не утверждать свое право, а посмотрев на другого, подумать, а как нам сказать, сильно человек другой, как мне муж говорит, скажи мне, что ты от меня хочешь. Я говорю, нет, мне надо сначала понять, что ты можешь. Он говорит, почему? Я говорю, но если я скажу то, что я хочу, а ты этого не можешь, что у тебя возникнет неполноценность от того, что я попрошу, и ты будешь на меня злиться. Сейчас я подумаю, что ты можешь, и попрошу из этого. Узнавать зацикленность на себе, вот эта зацикленность, это и есть нахождение в яйце, в маленьком мирке, в уроборическом состоянии. Человек не понимает, что он там находится. Как только он понимает, он рождается, и в момент рождения индивидуальности, ты чувствуешь себя отдельным. И переживать состояние отдельности очень тяжело. Вся реальность как будто острыми иголками впивается в тебя, и ты понимаешь, что ты один. Ты один. И это одиночество, оно вызывает у тебя грусть, но в нем нету состояния брошенности, потому что ты понимаешь, что ты у себя есть. То есть в момент рождения индивидуальности ты один, но в то же время ты не один, потому что ты обретаешь в этот момент себя. У тебя есть ты. И выдерживать эту отдельность – это и есть приобретение границ. Выдерживать свою отдельность, но не брошенность. Когда появляется опора на себя. Когда ты можешь принимать себя реального без ненависти и претензий. Я есть, и я рад себе. Я знаю, какой я реальный, и я рад себе. Потому что я понимаю, что если я знаю, какой я реальный, я смогу идти вперед и изменить свою жизнь. Я смогу эволюционировать в нечто большее, чем сейчас являюсь. Итак, дамы и господа, мы сегодня побыли в гостях у реальности и послушали, как это. Мы с вами говорили про границы. Мы с вами говорили, что когда человек в уроборосе, он жесткий, у него жесткие требования к себе, жесткие требования к другим. Эти границы не могут гнуться и разрешить быть в этом мире чему-то, что не похоже на себя, потому что это воспринимается как нападение. Наши границы должны стать гибкими и разумными. Мы должны понимать, а что уместно в этих обстоятельствах, какие слова уместны для человека. Мы должны обнаружить
тюрьму. Самое главное, красная рамка. В вебинаре часть про тюрьму самое важное. Как только вы обнаружите свою тюрьму, автоматически вы уже нашли из нее выход. Потому что если вы будете натаскивать знания в тюрьму, это будет постройка новых камер в той же тюрьме. Сила. Присвоение силы – это когда я присваиваю себе ответственность за мои чувства. В этот момент я перестаю быть драконом, который хочет изгрызть себя или другого, и я тогда ищу выхода, как мне справиться с этой ситуацией, что мне сейчас сделать. И тогда моя сила из деструктивной становится созидающей. Противостояние. Когда я меняю это на сотрудничество, и в первую очередь на сотрудничество с самой собой, когда я начинаю сотрудничать с собой, опираться и понимать, что я могу, куда мне идти. И тогда появляется выход. Выход – это наша с вами 5-я часть, завершающая выход. Это и есть выход, и в этом выходе вы будете с ярко выраженными границами. Поэтому не надо ничего делать, не надо сосредотачиваться на делать что-то во мне. Как мне научиться отстаивать границы? Как мне научиться чувствовать границы? Это внутренние процессы. А как это сделать, я попробовала донести сегодня вам на вебинаре. Я вам расскажу про предстоящие проекты и потом немного поотвечаю на ваши вопросы. 18 декабря мы с командой завершаем этот год вебинаром «Не злословие». Это будет практический вебинар о том, как в диалоге говорить, как научиться по формулировкам понимать, есть ли в ваших словах давление, есть ли в ваших словах манипулятивность, и понять, как узнавать это у других. То есть экологичное выражение недовольства. Там будет вебинар, как вы любите, немного такой про инструкции, что делать. В середине января мы с командой хотим сделать новый проект. Его еще такого не было. Ночное бдение с Ольгой Демчук. Что это будет такое? Это будет поздно вечером. И это будет не вебинар, это будет в Zoom встреча. У нас там будет 40 человек. Записи не будет этого вебинара. Я буду рассказывать на нем про себя, про свой жизненный путь, про то, какие у меня были травмы, такой душевный стриптиз. И после того, как я расскажу про себя, можно будет задавать вопросы. Там только живое общение с лицами. То есть не как в вебинаре писать, а с лицом. Это будет 2 или 3 часа мы будем делать, и купить это будет нельзя. То есть это ты побыл, или ты есть с лицом, но распространять мы это не будем, продавать. То есть это такое разовое можно участие. Ну и наши игры разума прекрасные, мы начинаем их в конце марта, как мыслить, не кирпичами. Так, что вы мне тут написали? Грань между ситуацией, из которых действительно стоит идти, привычным паттерном избегания. Надо анализировать каждую ситуацию. Так, спасибо большое, понятно, интересно, благодарю. Опора на структуру помогает освоить. Про вас очень интересно. Да, расскажу про свой путь, как я меня по шрамам мотала, по колдунам, про свое духовное имя и так далее, и так далее. Большое спасибо. Вроде в процессе все было понятно, но сейчас кажется, что я только процентов на 10 вняла. Это очень хорошо, Оксана. Я не думаю, что люди поняли намного больше процентов. Если вы посмотрите еще раз, станет понятнее. Емко, четко, с любовью и уважением. Спасибо, Антонина. Так и старалась сделать. Владимир, спасибо. И вам, Владимир, спасибо. Дякую за семинар. Дякую, Вера, вам. Так, придбала велика інформація, аби слухати ще раз, чудово ви наводите приклади життя. Да, я и стараюсь життя, только приклади и проводить. Ольга, спасибо, здорово. Спасибо, Александра. Ирина, спасибо, спасибо. Последняя подсказка про обнаружение тюрьмы. Последняя подсказка про обнаружение. Она точно есть, ищите ее. Последняя подсказка. Она точно есть, ищите ее. У меня тоже есть, только чуть поменьше стало. Так, попало реальное, там остаешься. Это нормально, когда тебя кидает ложное. Да, это нормально, всех кидает.
Спасибо за вебинар. Спасибо за Урабороса. Да, кстати, про книги кто-то задавал вопрос. Про Урабороса хорошо написал Эрих Нойман, но там немного другой язык, почитайте. История происхождения сознания. Ну, Эрих Нойман Урабороса сразу выйдет. Так, доходчиво, глубоко, полезно. Начать обучение в психологии, чтобы в итоге стать таким специалистом, как вы. Анна, чтобы стать таким специалистом, как я, надо обучаться у меня. Благодарю за вебинары, за ответы на вопросы. Очень животрепещущая тема. Да, я плакала и удаляла слайды. У меня было слайдов в 2 раза больше. Мне не хватило 3 часа, честно вам скажу. Как всегда, шикарно. Спасибо. Очень много пищи для ума. Буду переслушивать. Благодарю глубоко. Что такое духовное развитие, о котором говорят астрологи? Как вы относитесь к астрологии и нумерологии? Не знаю, как я отношусь по-разному. Я отношусь к личностям. Есть личности, которые действительно говорят дело, а есть, которые гонят пургу. Большое спасибо, мне эта тема очень интересна. Мне тоже было очень интересно. Эмоционально, метафорически хочется теперь на все мероприятия. Приходите, у нас на всех мероприятиях весело и интересно. Как быть с предательством, как вы обвинять и не прикладывать ответственность за это? Если вы не можете простить, вы за этим прячете свою невозможность взять ответственность. Есть на канале хорошее «Почему прощать надо». Наталья Демина, спасибо. И вам, Наталья, спасибо. Так, я держала убегающую концентрацию как могла. Про малый процент понятного. Да, я говорю концентрированно. Я говорю цитатами. Ну, мне так нравится. Кому надо, вы потом еще раз пересмотрите и разберете. Мне нравится говорить емко. Спасибо большое. Желаю развиваться и развивать нас. Да, я буду развиваться, развивать нас. Было интересно, не удалось все воспринять, так как устала. Это нормально то, что вы устали. Я думаю, что было бы хуже, если я вам тут кашу бы размазывала. По шрамам помотала тоже. Видимо, надо было замучить себя, чтобы выходить. Дали ключ выходу. Да, помотала меня по шрамам, это правда. Вы выдаете диплом? Я не институт. Я могу вам выдать с печатью ФОПа, но не диплом. Диплом, я сама получала диплом о высшем образовании. Если вы хотите официально работать, вам никто не даст диплом, кроме государственного вуза. Очень круто, много услышала о себе, буду слушать еще не раз, информация ложится тяжело. Тяжело, потому что не пускает яйцо, оно сохраняет себя. Так. Тюрьму, да, я сшатала стены тюрьмы. Я старалась на этом вебинаре именно это сделать, расшатать стены тюрьмы. И я их точно расшатала. Если вы послушаете, не выключаясь, то они расшатаются. Там были слова, шатающие специально. А развитие нас поддерживает. Я тоже за это. Лишь бы здоровья у меня хватило. Я же уже старенькая, уже 50, уже потом пойду на скат. Это я пока такая активная. У меня последние годы активности остались. Такой, потом ее будет меньше. Так, много полезного. Но как удержаться в суете? Давать себе время побыть с собой. Александр, спасибо за знание. Спасибо, Александр, что вы опять с нами и на этом проекте. Ну что, дамы и господа, я буду отдыхать. Я рада, что вам понравилось. Я старалась сделать достаточно сложную информацию переваренной и рассказать про нее простыми словами. Мне было нелегко, потому что мы брали очень большие концепции. Мы брали не концепцию какие-то маленькие, а в целом мироустройство, целеполагание, система мышления. То есть мы с вами сшатали сейчас такие столпы нашей психики. Поэтому этот вебинар был не про маленькие детальки, а про большие. Надеюсь, очень надеюсь, что вам эта информация поможет, и в мире будет больше свободных людей, разумных, и вы дальше понесете этот свет свободы и свет разумности. Самое главное – помочь себе. Кредиты – это про смысл жизни. Я буду откланиваться.
Не могу уйти. Вы пишете, а как я уйду? Тала, я попрошу, если будут вопросы, потом перешлите. Мне Лада, любую сила разума. Спасибо. Иногда кажется, что Лада, вы умная. Могу справку выдать. Довольно, приятно. Нравится подача. Спасибо от души. Внутри тихо и грусть. Именно грусть. Когда ты чувствуешь отдельность, внутри появляется грусть. Тала, модератор, написала. Вопросы записали. Все, буду отдыхать. Спасибо вам большое за участие. Вот Юля меня пришла в гнев.